Алена Арт. Сегодня сваляла вот такой палантин. Сейчас покажу, как я это делала. Но еще хочу показать, как я ношу эти палантины. Вот здесь я делаю вот такие дырочки, через которые удобно его продевать. Так. Вот так. Или просто так. В общем, по-разному. Смотрим. Начиная с того, что кладу пупырку. И на пупырку положу целлофан. Всю пупырку закрою целлофаном. Шарф будет длиной приблизительно 2 метра, но чертим мы линию до конца целлофана. Это 2,5 метра, а когда он сядет, будет 2 метра. Так, линию начертили приблизительную. Шириной делаем 60. Так, это у нас будет... Так, один большой цветок. Здесь же рядышком второй поменьше. Ну, вот такой же приблизительный цветочек. Плод моего воображения. Так, дальше посередине шарфа будет цветочек. В центре шарфа цветочек будет поменьше. И с края шарфа 2 бутончика расположу. Бутончики здесь будут смотреть в другую сторону уже. Один будет с самого края шарфа, другой поближе к середине. Ну вот теперь я приблизительно знаю, где у меня цветочки располагаются. И дальше самое интересное. Хвастаюсь своей палитрой. Вот, сегодня приготовила, не знаю, что пригодится, потому что выкладываю прям вот по-живому. Ну, приготовила шелк, шелк Мальбери, лен, это крапива, тоже лен, ну вот такой разноцветный. Обожаю выкладывать на палантин всякие разные нитки, шерстяные, мохеровые, ровница. Вот я приготовила сегодня вот всякие вот такие нитки. Не знаю, что пригодится опять же. Опять же, это по ходу действия, когда буду выкладывать. Вот такая шерсть для декора. Не знаю тоже, что пригодится. Что пригодится, то и пригодится. А творить буду свой палантин вот из такого шелка, из такого шелка и вот из такой шерсти. Я люблю делать палантины из разных по фактуре шелков. Что я делаю с шелком? Мне ужасно, ужасно, ужасно было жалко это делать поначалу. Но так как я люблю асимметрию, это необходимо для творческого процесса. Я разрываю вот этот прекрасный, великолепный шелк на разные квадратики, разной ширины, разной длины. Сначала режу разной ширины, разной длины, а потом уже смотрю, как выкладывать. Так, вот 3 кусочка достаточно такого шелка. И вот этого тоже несколько кусочков. Сейчас я найду место для ниток, как они будут идти на моем палантине. Синяя нитка точно пригодится. Она будет выступать.
за края палантина. Оп. Ну, как фантазия подсказывает, так я и выкладываю. Так. Это нижняя часть палантина. Зеленую, пожалуй, я тоже возьму. Нитки все выложила. Это изнанка. Ну, теперь буду придумывать, какие у меня будут цветочки. И буду делать обратную раскладку цветов. Это от лени, конечно, потому что я могу ее сделать и потом. Но лучше я это сделаю сейчас. Моя палитра. Так. Начинаю выкладывать серединки цветов желтеньким. Лен. Делаю обратную раскладку и начинаю выкладывать на цветы мою палитру. Шелк, лен. Ну вот как я предполагаю, что у меня цветы, какими они будут там смотреться с лицевой стороны. Как лучше их выложить. Чтобы не забыть, сразу делаю раскладку на все цветы. То есть здесь положила желтенький лен и сразу иду и делаю такую же раскладку на других цветах. Ну, с небольшими изменениями, потому что это раскрытый цветок, это полураскрытый, там вообще бутоны. Они будут немножечко другие, конечно, но чтобы не забыть, в каком порядке я раскладываю сразу на нескольких. Такой. Так. Тоже лен. Контуры немножечко обрисовываю. Ну, как если бы рисовала красками, например. Мазки такие. Оп. Так. К следующему цветочку передвигаюсь, пока не забыла, что там я разложила и как на том цветке. Так, желтая серединка. И придумываю, какой у меня цветочек должен быть дальше. Шелком разных оттенков выкладываю. Вот, чтобы я хотела видеть. Так, какие цвета, чтобы присутствовали в декоре цветочка. Как он будет смотреться. Вот, не знаю, надо ли этот класть. Так, положу. Пусть будет давать разные оттенки. Так. И перехожу к другим цветочкам. А то забуду, что куда положила. Так, люблю выкладывать декор. Просто обожаю. Просто невероятное какое-то чувство блаженства, когда ты придумываешь оттенки цветов. Ну а скреплю эти шелковые цветочки ватой шерстяной.
Вот такой тонкий слой. Отрываем и формируем лепесточек. Цветочки обозначила. Сейчас буду искать место для шелков, которые я нарезала. Буду делать асимметрию. Ну и чтобы удобно было завязывать этот шарф, палантин, завязывать, укладывать, я делаю дырочки, оставляю места под дырочки вот таким образом, сразу. Здесь, ну 2 сделаю сегодня, и здесь. Чтобы не забыть. Сделать их сразу. Теперь оформляю цветы с другой стороны. Вот это у меня шерсть. Обозначаю контуры так цветов шерстью сначала. И опять их выкладываю шелком. Но уже прямая раскладка, не обратная. Обычно я делаю немножечко другой цвет с другой стороны шарфа, для того, чтобы можно было и на ту сторону надеть по настроению, и на эту. То есть одна сторона получается ярче, а другая сторона получается бледнее, темнее, как-то другая она. Ой, господи, прилипает шелк к рукам. Выложила то, что выложила там, чтобы не забыть, сразу перехожу вот сюда. Там шерсть, шелк положила сиреневый, здесь шерсть, шелк и там. И только потом буду добавлять другие цвета, иначе все забуду, что я там нафантазировала. Сейчас закладываю шерстью все пространство палантина. Там, где просветы, закладываю полностью, а там, где ткань, в хаотичном порядке. Все места соединения 2 шелков обязательно как следует прокладываю шерстью. Поправляю декор там, где это надо, вот, например, на уголочек, чтобы шла вот эта ниточка, красиво выходила. Так, вот здесь четко вокруг цветов прокладываю шерсть. И дальше выкладываю на шерсть шелковые нити. Для скрепления и для декора. Все, вот шелк разложила, шерсть разложила. И сейчас подошла к тому этапу, когда уже выкладка шерстяных ниток приобретает какой-то смысл, потому что уже будет понятно, как, где хочется положить ниточку, чтобы она
лежало красиво. Итак, придаю осмысленность какую-то рисунку. Вот ниточка будет проходить не просто так, а там уже, где она будет лежать со смыслом. Вот, например, вот так. Вот так. Здесь она будет как лепесточек. Здорово, по-моему. Сиреневая может быть вообще частью цветка. Вот так вот. Обозначать его контуры. Так. Вывожу за пределы. Обозначаю уголки такие. Вот, тоже частью цвета здесь сделаю. Так, вот сюда, мне кажется, есть смысл вывести. В некоторых критичных местах, вот где скопление ниток, я вот таким слоем шерсти закрепляю. Вот буквально в нескольких местах, чтобы нитки хорошо привалялись. Завершаю декор. Обозначу цветы листьями. Листья из двух цветов шерсти. Ну и сейчас шелковые ниточки здесь выложу. Вот так. Шелк. Шелк, лен, крапива. Так. Делаю. Вот. Завершение такое будет, чтобы обозначить. Пусть они как-то вот будут вот так. Такой листик, чтобы был живой. И вот из этого сделаю листик. Так. Чтобы он ожил. Люблю делать листья, выходящие за края шарфа, палантина. Вот шерсть, шелк. И кладу на какой-нибудь уголок. Вот. Это просто лист. Вот. Выложила я свой асимметричный шарфик. Надеюсь, что не переборчила с декором. Сейчас пленкой накрываю и жужжу виброшлифовалкой. Один раз проваляла виброшлифовалкой. Ой, переворачиваю. Так. Снимаю пленку и смотрю, что у меня тут. Что тут надо доделать. Какие ниточки надо закрепить побольше. Так. Как тут ведут себя цветочки. Супер. О, как мне нравится, что тут получается. Ну, в общем, надо еще немножечко шерсти сюда. И тоже обозначить как-то цветы поярче, листики сделать. Сейчас сделаю. Немножечко закреплю здесь тоже ниточки. Вот в критических местах, где они могут не очень хорошо приваляться. Ну, на всякий случай. Вроде привалялись, но все равно. Хочется, чтобы было основательно. Так. И оформляю точно так же цветы. Делаю листики, шерсть, лен,
Так, вот этот у нас здесь так будет лежать, а здесь вот такой листик красивый положу. Хоп. И уже цветок как-то, мне кажется, оживает. Да, оформлю. Так, вот здесь тоже положу. Живенько, по-моему, так получается. Аналогично, как и с той стороны там выглядывает листочек, и с этой положу листочек. Пока вот эта нитка еще не сильно привалялась, я ее двигаю и делаю из нее тоже вот такой листочек. И последние штрихи. Накрываю. И пожужжу немножко машинкой. Ну и самый предпоследний штрих валяния, катая в рулоне. Доваливаю. Закатываю свое богатство в пупырку. Поваляю в пупырке. С другой стороны тоже до 100. Достаю. Заворачиваю в полотенце. И вместе с полотенцем на режим бережной стирки несу в стиральную машину постираться. И один маленький секретик. Для того, чтобы вода не сильно пенилась в машинке, добавляю туда маленький кусочек мыла, обыкновенного мыла. Вот достала из машинки палантин. Вот такой он получился с одной стороны. Вот такой рисунок получился с другой стороны. Так, и последний этап. Ну вот, навалялся сегодня такой палантин.